Здравствуйте! С вами снова я, Светлана Ермакова. Думаю, что хотя бы раз в жизни, а скорее всего значительно чаще, каждый из вас оказывался в ситуации столкновения своего мнения, взглядов, целей с чьими-то еще. Иными словами, оказывался в конфликтной ситуации. Подобные столкновения, как правило, несут в себе еще и сильный эмоциональный заряд. Кто-то подобных ситуаций старается всячески избегать, а кто-то, наоборот, приемлет только такую форму взаимодействия. Для кого-то это действенный способ найти истину, а для кого-то раз и навсегда разрушить то, что казалось непоколебимым. В любом случае, разрешать конфликты на взаимовыгодных условиях – это искусство, а как всякое искусство, с ним не рождаются, ему учатся. И чуть подробнее об этом я расскажу далее. Итак, как вы знаете, чтобы начать разбираться с какой бы то ни было ситуацией, полезно мысленно сделать шаг в сторону и посмотреть на нее глазами стороннего наблюдателя. Согласитесь, у любой конфликтующей стороны есть своя цель, то, ради чего эта сторона отстаивает свое мнение. Так вот, именно в правильном понимании этих целей обеими сторонами и лежит ключ к искусству грамотно и красиво разрешать возникающие недопонимания и разногласия. Таким образом, для начала ответьте себе на вопрос: как вижу ситуацию я, в чем моя цель, почему мне важно отстоять именно это свое мнение. На первый взгляд это может прозвучать весьма неожиданно, однако помочь прояснить свои цели в той или иной ситуации вам помогут эмоции, которые вы испытываете по отношению к ней. Как? Сейчас объясню. Смотрите, я злюсь, потому что мне важно. Значит, одной из целей в этой ситуации для меня является или мне обидно от того, что я хочу, чтобы в этой ситуации и так далее. Понятная идея? Кстати, если вы расскажете об этом своему оппоненту, это сыграет вам только на руку, так как поможет прояснить ему ваши мотивы, а значит послужит началом образного мостика между вами. Далее посмотрите на ситуацию глазами своего оппонента. Как он ее видит, в чем, по вашему мнению, может быть его цель в том, что происходит. Затем сопоставьте и проанализируйте то, что получилось. Что общего в ваших желаниях, что вас устраивает и с чем вы готовы согласиться, а что категорически не устраивает в позиции другого. Согласитесь, у вас появился уже весьма конструктивный предмет для обсуждения. Но и осталось подумать о конкретных действиях. Какие предложения вы готовы внести, что именно сделать, чтобы прийти к взаимопониманию, чтобы помочь вам обоим достичь желаемого. Стоит ли говорить, что если вам удастся договориться хоть в чем-то по обсуждаемому вопросу, это будет уже хорошим шагом навстречу друг другу? Подобные практики помогают расширить рамки собственного видения ситуации и все, что с этим связано, ведь ваш оппонент мог знать что-то, о чем вы и понятия не имели. Лучше понять мотивы и цели человека, с которым возникло недопонимание, а также высвободить огромное количество сил. Ведь только представьте, сколько энергии уходит на переживание эмоций, связанных с недопониманием, на выстраивание стратегии, на продумывание линий поведения в ситуации конфликта. И сколько теперь этих сил может быть направлено на новые подвиги. Попробуйте, уверена, у вас получится. С вами была я, Светлана Ермакова. До новых встреч!